У нас очень интересная ситуация. И вот она, великая и ужасная трасса М5. Пусть штормовка пропавшая выдаст меня. Многие любители ходить по тропам. 8 утра, озеро Зюраткуль. Стартуем в путь до хребта Оренга. Сегодня задача зайти минимум-максимум до города Златоуст, нацпарка Таганай. Путь тоже нелегкий, порядка 50 километров, даже больше, наверное. Надо успевать. Вот оно, знаменитое озеро Зюраткуль, самое высокогорное озеро Челябинской области, на высоте 737 метров находится. Курорт, можно сказать. Наш путь в Веселовку и потом на хребет Оренга. А на озере сегодня будет жаркий день. А вот забота со стороны постановщиков трассы Южноуральской тропы. Прорубили проход, чтобы можно было комфортно, не цепляя рюкзаком, проходить. Вот это зачет, ребята. И не только ребята, девчатам тоже зачет. Иногда в лесу на тропе встречаются вот такие вот памятники. 80 лет. Ну, очевидно, охотником был или железнодорожником еще. И вот явно тут с ним что-то произошло. Подошли в село Веселовка. У них здесь все очень организовано в плане туризма. Даже экотропа существует на хребет Оренга. База Веселая Мельница. Такой прикольный указатель у них. Ганновер, Златоуст. Вот ноги трейлранера после 370, вернее спидхайкера после 370 километров. Вы думали, что это легко ходить по Южноуральской тропе? В селе Веселовка есть магазин, но он закрыт до 3 часов. Поэтому на базе Веселая Мельница была куплена добрая кола, холодная, из холодильничка. 2 июня 1974 года войска Емельяна Пугачева стояли в Веселовке, после чего двинулись по старой Казанской дороге на Сатку. И вот эта тропа посвящена как раз этому походу. Нам туда. Большая Южноуральская тропа в идеале должна вот так вот выглядеть. То есть постоянно красивые указатели, постоянно все понятно. Пьяный ключ. Очень интересное место. Так, открывай. Там водичка ледяная. Черпаем ее. А, что там могут... Да давай, нормально. Очень вкусная вода. Всем рекомендую ее попробовать. Слегка сладковатая какая-то, в общем. Сейчас наполним наши фляжечки и дальше уже на гору. По местам Пугачева вторая сопка хребта Оренга уже видна. Но у нас очень интересная ситуация. И эта вся туча идет на нас. Что делать, совершенно непонятно. Но надо что-то принимать, какое-то решение. О, сундук! Поднимаемся на хребет Оренга, вторая сопка, 1185 метров. Погода тут как бы уже получше, уже нету дождя и грозы.
Вся гроза ушла в Сибирь. Вон видно, что полощет. И вот она, вторая сопка. Это высшая точка, да, хребта или нет? Вторая. Да. Высшая точка хребта Ореньга, вторая сопка. 1188 у меня показывает. Сколько? 1198. А, 198. Ну, давление с грозой, конечно, поменялось, поэтому... Ореньга! Веселая мельница. Флаг Челябинской области. С верблюдом. Там мы были. Проходили мимо большого Нургуша. Вон там хребет Москаль. Ну и Ремель, я не знаю. То есть он где-то теряется. Возможно, вот там. Но сейчас тяжело уже понять. Хребет Зураткуль, Большая Сука. А вот позади Златоуст. Нам сегодня надо туда прийти. Тропа идет прямо по гребню хребта Ореньга. Мы даже пытаемся бежать, если это возможно. Ведь это же кросс-поход. Палочки надо убирать, потому что с ними все так не очень радужно. Так, на сопку первую восхождение невозможно, потому что это уже чисто альпинистская вершина. Поэтому получается, что вот наш взгляд на сопку 2. Это облако поднимается с перевала. Нет, это облако. Ну, в наш путь вот. Сегодня Златоуст. То есть нам по хребту сейчас пройти на трассу М5. Мы спустились с хребта Ореньга. И вот она, великая и ужасная трасса М5. Великая и ужасная трасса М5. Огромное количество грузовиков свежих едет. Китайских. О, ничего себе. Уйди с дороги. Здорово. Город Златоуст. Там кафешка, но нам надо быстрее бежать. Некогда сидеть в кафешке. Надо до Златоуста добраться. Тут еще до него, по сути, 10 километров только до въезда в город. Но, конечно, уже цивилизация чувствуется. Ореньга осталась, дикая Ореньга осталась в прошлом. Златоуст, город мастеров. Идем в него. Итак, время 22:08, 57 километров. Мы в городе Златоуст. Вот ГУМ у них. И наша задача завтра отсюда мы стартуем в сторону национального парка Таганай. Ну, вроде надо где-то найти жилье. Вот они, ноги любителя ходить по тропам. А вот они, кроссовки любителя ходить по тропам. 8 утра, 2 июля. И у нас остается заключительный маршрут. Мы начинаем заключительная, вернее, часть тропы. Мы начинаем в городе Златоуст, где вчера закончили. Это ГУМ, торговый комплекс ГУМ.
8:09. Начало. Мы идем по Златоусту. Мы идем по Златоусту. Тут есть экологическая тропа где-то по городу. Сейчас все увидим. Златоустовские пушки. Пушка у здания Арсенала. Первая русская стальная пушка. Так, дальше тропа уходит в гору по экологической тропе Касатур. В направлении Нацпарка Таганай. Нам нужно, получается, подняться по этой лестнице. Памятник природы, гора Касатур. Название: каменистая неровная дорога. Вперед! Культура лося. Сахатый великан. И город Златоуст. Таганай. Семибратка, машзавод. А там МИАЗ дымит. Наш путь в ту сторону, Таганай и Тургаяк. Мы пришли в национальный парк. Пришли в национальный парк Таганай. И сейчас пойдем дальше по маршруту до Тургаяка. Центральный вход. Великий Уральский путь, вот он. Зигальга. Все, что мы прошли, вот где-то отсюда, да. Ну, идем дальше. Вишерский, Кненишкин камень, Бассейги, Висимский, Таганай, Зюрат, Кульбыли, Зигальга мимо, Южноуральский мимо, Башкирский, Шульганташ, Башкирия, Оренбургский. Прямо. Так, мы идем по верхней тропе. Пыхтун, лесная, грунтово-каменистая, с уклоном 2 градуса. Через приют и Белый ключ, Гремучий ключ. Вперед, тропа зовет. Пусть штормовка пропавшая выдаст меня, и рюкзак со стены будет снят. А это что такое у вас? Где? Вот это. А, видеокамера? Видеокамера вот? Да. А я думал пугать. Не-не-не. Лягушку. Снимаю. Зверей Хорошо, пугать. Спасибо. Ладно, пойдем дальше. Что за топ? Спасение лягушки состоялось в нацпарке Таганай. Это жаба. А, жаба, точно. И тут у нас меточки большой южноуральской тропы преследуют нас уже больше 400 километров. Мы идем по этим оранжевым полоскам, оставленными чудесными волонтерами и волонтершами. Внимание! На мосту может быть только не более 6 человек. Горбатый мост. Мы находимся вот здесь. И наш путь дальше. Круглица. И дальше. Уже за пределами усадьбы. Так, 3 человека, 5-6. Нормально. 4-5 вернее. По этой трассе проходит забег Таганай-Тургаяк, 63 километра. Ну вот, здесь и бегут трейл-раннеры. Так,
Кордон Белый Ключ. Очень оборудованный, многолюдный. Куча народу. Столики. Вон где-то там ключ течет. Мангалы, беседки, бани. Надо заправиться водичкой и бежать дальше. Приют Гремучий Ключ. Очень интересные бочкообразные дома. Это питьевой источник. Спасибо за понимание, друзья. Гремучий Ключ. Баня. Так, у нас 18 километров с начала города Златоуста. 12 часов дня. Заключительный день. Приют Гремучий Ключ. Панели солнечные, площадки, туалеты. В общем, очень интересное место. Ух, какой ты лисенок. К людям пришел, не боится нисколечко. Откликной гребень и некая Шамбала. Магические круги. Вот он. Откликной гребень. Высота 1031. Время уже час доходит. 21 километр мы сегодня прошли. Ну, на откликной мы не пойдем, понятно. Ну, что, врать надо, да, чтобы он откликался? Ну да, но в эту погоду бесполезно. Да. Поэтому наш путь дальше на Круглицу. И вот она, заключительная вершина большой южноуральской тропы. Гора Круглица. Дальше уже до озера Тургаяк значимых вершин у нас не будет. Все виды вокруг. Опа! Вот наш путь туда. На Круглицу. Вперед! На Круглицу. Откликной гребень остался позади. Гора Круглица. Адский ветер. С Круглицы происходит по трассе забега Таганай-Тургаяк. Она вся размечена вешками. Размечена вот такими вот значками. Ну, иногда встречаются и наши оранжево-белые южноуральской тропы знаки, которые уже более 460 километров вместе с нами. Оп. Разгадывание тетриса Курумника. Задача для мозга. Куда сделать следующий шаг, чтобы не сгрохотать в этих каменных завалах. Ну вот и все, граница леса. Приют Таганай при спуске с Круглицы по нижней тропе. Вот такой вот интересный построен. Ровно 10 суток назад, 22 июня, мы отправились в путь. Это было примерно 450 километров назад. И вот 10 суток прошли. Нам осталось порядка 30 километров. Будем надеяться, что все получится. 10 дней в пути. 10 дней Курумников. 10 дней отчаянного путешествия. Та-630 Киалимский кордон. На месте бывшего поселка Киалимские Верхние Печи. А вон он виднеется. Большая южноуральская тропа. Через весь Южный Урал. Такая
такая трубка проходит. Мы прощаемся с кордоном Киалимским и идем дальше. По нашему треку где-то здесь поворот должен быть. Да? Да. Куда-то сюда. Вот такой вот здесь домик и баня. Вот она, заключительная вершина Ицил. Вот откликной, Круглица, метеостанция. А там вон видно, кстати, кордон Киалимский. Вон видно, домики стоят. Заключительная вершина все-таки будет у нас Ицил. Это всего Южно-Уральского пути. И там уже за этим гребнем... О, Тургаяк! Вот он! Наша цель. Спуск с Ицила занимает определенную сложность, вернее, имеет. Мы уже приближаемся к Тургаяку. Осталось совсем немного. Итак, заключительный этап нашего путешествия подходит к концу. Время 22:34. Всего у нас в районе 480 получилось километров. И, то есть, 246 часов мы шли от озера Сабыкты до озера Тургаяк. Это все очень вдохновило нас. Поэтому что мы делаем? Мы делаем вот что. Все завершилось! Ура! Ура! Мы сделали это! Прошли Южноуральскую тропу. И оказались здесь, на берегу озера Тургаяк. Ну, достаточно такой интересный был у нас маршрут. Спасибо всем подготовщикам трассы. Спасибо Раису Габитову, Олегу Чагадаеву, которые вдохновляли нас на этот маршрут. Все было очень неоднозначно, но это уже потом, по итогу всего фильма. Теперь нам надо как-то выбраться отсюда. Тут нет никаких средств транспорта, но нам нужен МИА. Как-то добраться. Я думаю, мы сможем это сделать. Награду для тех, кто прошел нон-стоп. Да, нон-стоп. Большую южноуральскую Объясни, тропу. почему нон-стоп, да. Почему нон-стоп? Да. Ну, потому что это круто. Если ты прошел нон-стоп, значит это высокое достижение. И важно это отметить. И это будет проще администрировать, да, наверное? Чтобы люди ходили не просто отрезками, а как бы развивали свою спортивную какую-то историю. Вот. Это намного более крутое погружение в тропу, если ты идешь отрезками. Хотя отрезками тоже имеет значение. Вот. Ну что ж, В общем, жетон сделан на лицевой стороне жетона. Точная копия рельефа Южного Урала с тропой. То есть это как бы точная копия перенесенная рельефа в металл. На обороте логотип и время прохождения тропы. люди, которые и первые в истории прошли, и быстрее всех прошли. Да. Я не знаю, когда будет этот рекорд побит еще. Да. Вот, Я думаю, что надеюсь, в следующем году. развиваться, да. Тут есть некоторые проблемы, потому что так мы с Раисом придумали, жетон получает один человек серебряный. За самый быстрый да, прохождение. Вас двое, ну я не знаю, вы как-то поделитесь. Поделитесь. Да, поэтому Лучше по очереди носить. один жетон из серебра 925 проба, Открой. да, один жетон из бронзы. Но на самом деле все эти жетоны это не настолько важно, на мой взгляд, как самое важное это кайф от прохождения тропы. 246 часов 30 минут. Капец. Да. Классное время. Поздравляю вас. Вы крутые. Мы с удовольствием были рады сделать такую тропу. Точнее, они были рады сделать такую тропу. А я ты чуть-чуть- помог ее придумать. Да. Да. Мы рады прийти. Аплодисменты. Да. Ну, можете пару слов сказать, да? Если хотите. Вы же не соло путешественник. Почему мы здесь, вы, наверное, понимаете, потому что вдохновил-то нас, вот, в общем-то, этот человек, Олег Чагадаев. Потому что после того, как он прошел весь Урал, Весь Урал. просто нельзя было вот
не пройти Южноуральскую. Я прямо сильно загорелся, Юля загорелась, потому что ну, мы живем на Урале, и нам хотелось, чтобы был аналог, конечно, Палачская, вот эта тропа известная, Камино Сантьяго, чтобы у нас тоже что-то такое было, потому что мысль-то витала об этом. Олег говорил, что это утопия. Почему утопия? Потому что, да, дальше Северный Урал, там не пройти, это на текущий момент действительно так, но Южный Урал, он обжитой, он туристический, дальше средний, часть северная, там уже ребята, получается, пытаются, большая Уральская тропа что-то сделать, у них уже часть сделана. Поэтому в перспективе, конечно, это будет большая Уральская тропа, о которой мы все мечтаем. Я думаю, мы пойдем или побежим. Поэтому все идите.